Гала Грим. Слава спрашивала за фото, чтобы узнать, или вы продаете отпринтованные постеры своих работ. Продаю, конечно. На любую работу можно заказать принт, и я сделаю и пришлю вам в любое место. На сайте выбираете работу, есть у меня качественные снимки этих работ, и я на любую из них сделаю принт. Пожалуйста, заказывайте. Марьяна. Слава, диван у вас просто бомбический. Надеюсь, сейчас он такого же восхитительного цвета. Мой любимый цвет. Немножко кошки поцарапали, но цвет сохранился. Как художнику добиться такой чистоты цвета дивана? Методом сравнения, Марьяна. Например, в нашу постановку вошел этот бомбический диван, а на нем модель. Да? То есть мы сравниваем. Мы не пишем отдельно этот бомбический, какой бы он ни был, диван. Мы пишем все вместе. Вот кадр. Мы кадрируем пространство и смотрим, начинаем с того, что темнее, например. Ну что, вот здесь темнее. Рубашка. Берем черную краску, смотрим, она в тепло или в холод. Бах ее. Сразу есть такое. И самое светлое. Окно. Дымс. И между этими полюсами раскладываем все остальное. Бомбический цвет, не бомбический. Мы кладем его в тоне, например, к этой рубашке, картин. Вот смотрим они, какие в тоне, потемнее, посветлее там, да, чем рубашка. Значит, вот пятно, бум, туда, еще что-то. Сравнили с тем и с тем. То есть мы все время в сравнении держим 2-3 каких-то объекта. Но самое, конечно, бомбическое — держать все в картине, абсолютно все объекты. А их не так много, кстати. Даже если кажется, что их много, мы делим все пространство этого кадра на составные, 5, 6, 7, 8, не больше обычно. А потом уже в нюансах, конечно, есть тут всяческие небомбические тональности, цвета. Мы их чуть-чуть нюансировку делаем такую. То есть вывод: мы не пишем цвет отдельно. Мы пишем все вместе. Валентина Р. Художник Глазунов на картину приклеивал бусы, пуговицы и так далее. А мне это не понравилось. Выставка была в Новосибирске давно. А я даже видел, он приклеивал зеркало. Большая такая картина, я не знаю, в 3 дома. И посередине какое-то там зеркало, причем оно, по-моему, было немножко кривое, если мне. Там много персонажей каких-то людей, там Ленин, Гитлер, все там перемешано. И ты подходишь и смотришься в зеркало. Ты где? Вообще, может, ты тоже там же, из тех же. Я так понял его идею. А у меня была картина «Искушение», называлась, на выставке персональная. И я придумал повысить к ней интерес, я повесил на уголок, на раму, бюстгальтер. Я хулиган, и такая инсталляция, перформанс. Конечно, это не бриллиант, не рубин, но почему бы нет? Мне нравятся всяческие хулиганские идеи, если они в тему. Ксения Ши. Идеальный набросок человека. Какой он? Как понять, что ты растешь в набросках? Мне кажется, какая бы техника ни была в набросках, вот абсолютно любая, если в наброске есть пространство, то есть вы пишете, рисуете человека, но передаете в пространство, то есть рука, например, она действительно идет в поворот на вас по отношению к этому форме такой one face, да? Или от вас туда. Опа. То есть вы видите в листе пространство. Конечно, характер модели, все. Но главное для меня важно, чтобы передать объем. То есть, что эта рука ближе, а это дальше. Вот попробуй, передай. Как это сделать? Кстати, у меня есть уроки по наброскам, и там я объясняю вот этот прием, который избавляет от ошибок. Сразу почувствуйте рост, если им начнете пользоваться. В конце ролика я покажу анонс, их там, по-моему, 5 уроков по наброскам. Вы можете выбрать что-нибудь, просто посмотреть, поразмышлять, порисовать вместе
и почувствуйте разницу. Объем в наброске пластика – это, на мой взгляд, самое важное. Для этого нужно понимание перспективы, понимание, что как человек устроен, из простых форм, которые как-то сочленяются. Голова, например, она идет вот так по отношению к этому блоку. Но это целая система. Там ноги, там, все эти блоки в пространстве изобразить нужно, чувствовать нужно пространство, как скульптор, перспективу. А линии, не линии, штриховки, отсутствие, это все потом. Вот главное передать это, пластику. Ну, объем фактически, то, о чем я говорю. Елена Казакова, «Красный кувшин на красной скатерти». Вроде против правил, да и сложно. Понимаю, что это не случайно, но с какой целью? Натюрморт прекрасный, фон решен очень интересно, особенно когда видишь мотив и можешь сравнить. Спасибо. Элла, спасибо за ваш комментарий. Красное на красном. Ну, он такой оранжеватый, такой медный слегка. Близкий цвет, близкий тон. Это вообще одно из занятий в академии. Красное на красном, белое на белом, желтое на желтом, чтобы научиться чувствовать тонкие очень различия против правил. А какие вообще есть правила в живописи? Разделение и властвование, то есть контраст, а здесь, наоборот, нас ближе. Какие правила тут нарушены? Да не надо никаких... Все придумано, эти правила. Тонкие различия в натюрморте, вообще в живописи, там, портрета, чего угодно, пейзажа. Но это так красиво, когда видно, что художник понимает и владеет, видит тонкие различия. Когда он не видит, это видно в работах. Они все, я не знаю, грубо сколочены, как ящики таких кривых досок. Но есть же столяры плотники, которые делают тонкую работу. Шлифуют, я не знаю, японцы рубаночком маленьким шлифуют и шлифуют 3 дня подряд одну позицию. Значит, в этом есть смысл. Нужно просто упражняться, делать, я не знаю, каждый день. Пишите 2-3 этюда, 4, конечно, для того, чтобы на тонкие различия. Через какое-то время вы почувствуете такое вообще. Крылья начнут расти за рубашкой сзади. Ну, полет будет, потому что огромное количество энергии из-за того, что ты видишь, наконец, эти различия и можешь их изобразить. Сара, Казань. Вячеслав, какие планы на зиму? В Крым нельзя, на Байкале были. А дальше куда? На академичку, конечно. Я проведу класс на академических дачах имени Репина с 19 по 23 января. Присоединяйтесь к группе. Уже там народ, формируется группа, прибывает. Пишите мне в WhatsApp, я вас включу и будем уточнять детали поездки. Конечно, еще далеко до января, но можно уже потихоньку готовиться. Людмила Ложко. Доброе утро. Мне один мудрый человек сказал, что когда человек начинает считать себя достигшим высоты мастерства и перестает сомневаться, ведь он гений, в этот момент он перестает быть художником. Я не знаю, что такое гений или что такое высота мастерства. Я пишу, как чувствую. И вот представьте, певец выходит на сцену и начинает петь. Его задача, красиво, конечно, чтобы звучал вот этот аппарат, но первостепенная задача, да, попадать в ноты. Честно говоря, он об этом не думает. Он не может не попасть в ноту профессионально. Ну, певец, там, Паваротти. Он мимо ноты не споет, у него не сможет просто. Гений он, не гений, он просто попадает в ноты. Он может спеть одну и ту же, я не знаю, тему по-разному. В какой-то момент в терцию зарулит, или в кварту куда-нибудь, в сторонку немножечко, чуть-чуть медленнее, чуть-чуть быстрее. Акцент сделает там, где нужно, с точкой. Будет он в этот момент думать, что он гений, о сомнениях каких-то он будет думать? Он просто творит в этот момент. С точкой, без точки, я не знаю. Он может и так, и эдак, и все это будет просто звучание Паваротти. Это будет его исполнение. И
Посмотрите, например, ведь одно и то же произведение исполняется в разные периоды, оно же звучит по-разному, потому что человек все время в ощущениях, не в сомнениях, уверяю вас. Чего ему сомневаться? Он выходит, конечно, он трепет у него душевный перед выходом на сцену, как в первый раз, но когда он открыл варежку, он уже, я не знаю, тепло ему. Пальчики уже не отморозит, все надежно защищено. Он попадает в ноты и поет себе эту дуду, пока его не остановят, не выведут вообще за кулисы с охапкой цветов. Разве можно гения остановить? Он же будет петь до утра, третьего дня. У художника, как я понимаю, попадание в ноты – это следование тону, композиционному решению, которое сейчас возникает в этот момент. Оно отличается от предыдущих композиционных решений. Конечно же, цвет, гамма, рисунок, композиция и правильное построение в перспективе. Если ты в это во все попадаешь, если ты в перспективу попадаешь, не кривое у тебя все такое здание там дорисовано вообще, боже мой, то все в порядке, никаких сомнений. Ты просто творишь, создаешь. Ну, пойдем уже работать. Хватит кофе пить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь в соцсетях с друзьями, если нравится все то, что тут безумие это происходит. Друзья, у меня хорошая новость. Мы будем рисовать. Я подготовил урок по наброскам карандашом. Мы будем рисовать обнаженную женскую модель. Она будет на экране, вы будете ее видеть. Вы будете видеть бумажный лист, на котором я рисую карандашом. И вы будете видеть конструктивную часть рисунка. Я покажу некий прием, который позволит вам не ошибаться в построении объема. Фактически мы будем рисовать объем на плоском листе бумаги, на плоскости. Почему фигура человека? Потому что это самая сложная форма в природе. И если мы научимся ее рисовать, мы сможем нарисовать все, что угодно. Мы будем потихонечку изучать человека. Этот урок не для новичков. Фигура человека сложное дело, тем более наброски. Но даже если вы никогда не рисовали фигуру, я предлагаю с ним познакомиться, чтобы почувствовать красоту рисунка и силу ваших возможностей. Я хочу заразить вас рисунком.